Всем привет, друзья! Сегодня покажем процесс создания вот такого ярусного торта с межярусом в форме кольца. Покажем, как надежно закрепить данную конструкцию, продемонстрируем процесс декорирования тортика, а также поделимся кремом для выравнивания, который мы используем в жару, и если нужно, чтобы торт какое-то время был без холодильника на торжестве. С вами студия «Кондитерская сестры», ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал, а мы начинаем. Данный тортик имеет диаметр ярусов 14 и 20 сантиметров и итоговый вес 6 кг. Тортики уже собраны и стабилизированы, а мы сначала покажем крем для выравнивания. Нам нужен темный шоколад и сливочное масло. Масло необходимо достать из холодильника минимум за 2 часа, чтобы оно размягчилось и стало комнатной температуры. Темный шоколад с содержанием какао-масла 56% растопили импульсами в микроволновке. Если остаются комочки от температуры, они сейчас разойдутся, но главное не перегреть шоколад, иначе он свернется и с ним не получится работать. Далее будем вносить сливочное масло, но прежде чем это сделать, температура шоколада должна быть не выше 33 градусов, иначе масло может расслоиться. Поэтому ждем, пока температура шоколада опустится. Помешивайте шоколад, чтобы не допустить его застывания на стенках емкости, иначе в ганаше потом будут крупинки. Также очень важно, чтобы масло было мягким и комнатной температуры. Если вдруг у вас на кухне достаточно прохладное или вы забыли заранее достать масло из холодильника для размягчения, тогда можно поставить его в микроволновку буквально на 10-15 секунд, чтобы оно размягчилось. То же самое сделали сейчас и мы. Размягчили его вот до такого состояния. Температура шоколада сейчас составляет у нас 31 градус, и теперь смело можно вносить сливочное масло. Перемешиваем миксером на низких оборотах. Тут не нужно включать высокую скорость, просто перемешиваем. Если вы видите на данном этапе, что масло расслоилось, значит вы допустили ошибку в температурах. Либо шоколад был выше 33 градусов, либо масло недостаточно размягченное. Мы получили однородную пластичную массу, которой можно сразу выравнивать торт. Тортики к этому времени уже собраны и стабилизированы. Мы их собрали около 8 часов назад, и все это время они были в холодильнике. Нижний ярус будет сникерс, это достаточно плотная начинка, и мы ее часто применяем в ярусных тортах. Использование стабильной начинки – это одно из важных правил создания успешного торта. Мы подготовили для вас подробнейшие видеоуроки с перерасчетами рецептур на множество диаметров, а также несколько кремов для выравнивания. Подробности можете узнать на нашем сайте sestrykeks.com. Ссылка будет в описании под данным роликом. Торт мы сразу собрали на плотной подложке. Тут две склеенных между собой подложки по 3,2 мм. Склеивали мы их при помощи двухстороннего скотча. Либо можно сразу приобрести готовые в кондитерских магазинах. Но главное, чтобы подложка для ярусного тортика была плотной. Особенность этого торта в том, что хоть он и маленький, собирать второй ярус мы будем уже в кафе, так как данная конструкция достаточно шаткая, а установка центральной оси тут невозможно. В комплекте были вот такие опоры, высота их должна быть равной высоте нижнего торта. Если нужная высота отсутствует, при необходимости можно самостоятельно купить строительные шпильки и отрезать нужные вам высоты. Но проще, наверное, торт рассчитать под высоту опоры, которая имеется в комплекте. У нас тут опоры получаются равными высоте торта. Для сцепления наносим немного ганаша, определяем визуально серединку и вставляем конструкцию. Если вдруг видите, что установили неровно, пока ганаш не схватился, быстренько можно достать и подровнять. Опоры должны упереться в подложку, тогда конструкция станет надежной. Если сверху сильно надавить, то конструкция не давит на торт, а давление приходится на подложку снизу. Теперь начинаем выравнивать торт. Данный ганаш на торте застывает плотным слоем, что позволяет держать температуру внутри и не дает деформироваться торту. Это классический ганаш, который выполнен на основе темного шоколада, и мы будем его использовать только под низ, а сверху потом покроем торт белым кремом. Ганаш мы используем в случае, если торту необходимо какое-то время стоять при комнатной температуре без холодильника, под мастику, а также это может быть отличным вариантом для тех тортов, которые вы доставляете в жару без использования кондиционера в автомобиле.
На данный ярус для надежности также предусмотрены вот такие штыри, но так как мы верхний тортик будем устанавливать на месте, считаем, что они будут лишними тут. Для того, чтобы при нарезке торта не поцарапали ножом данную поверхность, установим тортик на обычную подложку, в которой прорезали вот такое отверстие. Отверстие делали для того, чтобы подложка стала плотным. Если перевозите торт в собранном виде, тогда крепление будет обязательным. Нанесли первый слой ганаша, а теперь отправляем торт со всей конструкцией в холодильник для охлаждения. Второй ярус будет ванильно-ягодный. Деревянную подложку приклеиваем к низу яруса при помощи крема или ганаша, для того, чтобы произошло сцепление между бисквитом и подложкой. Устанавливаем на любую плотную поверхность, на которой будем транспортировать данный тортик. У нас это еще одна подложка, которая больше диаметром. Начинаем наносить тонкий слой ганаша и выравниваем. Убираем в холодильник для охлаждения. Около 10 минут прошло, как нижний ярус стоит в холодильнике, и он уже полностью застыл и стал очень твердым. Иногда заказчики просят, чтобы торт все торжество стоял в помещении. Тогда мы покрываем ганашом, а сверху наносим не крем, а мастику. В таком случае торт при условии стабильной начинки спокойно простоит. Но если вы выравниваете торт обычным ганашом без покрытия мастикой, и вдруг на него будет попадать солнце, ганаш растает моментально. Кстати, один из тортов, который простоял все торжество, мы снимали и уже показывали, а ссылка будет в описании под видео. Вот до такого состояния выровняли торт. Сейчас очищаем подложку, так как потом будет наноситься уже белый крем. И убираем тортик в холодильник для охлаждения. Также выравниваем верхний ярус и уберем его в холодильник для охлаждения. Нижний ярус уже охладился, а теперь будем покрывать белым кремом ганашом, который уже есть у нас на канале. И ссылка также будет в описании под видео. В данный крем мы внесли шоколадную глазурь и шоколад напополам. Шоколадная глазурь тает медленно, поэтому для данного торта использовали ее напополам с шоколадом. Крем у нас уже полностью стабилизировался, и теперь наносим его на уже полностью охлажденный слой темного ганаша. Друзья, очень часто к нам в комментариях поступают вопросы касательно размеров нашего торта, диаметров ярусов и итогового веса. Человек, задавая такой вопрос, думает, что если он сделает свой торт такого же диаметра и высоты, как наш торт, у него он получится такого же веса. Нет, друзья, даже наши начинки имеют все разный вес, так как бисквиты и крема могут быть более или менее воздушными. Если мы делаем, к примеру, торт Сникерс на 16 см в диаметре, и торт «Молочная девочка» также на 16 см в диаметре, итоговый вес у них будет очень сильно разниться. И даже если сделаем мы торт Сникерс и какой-то другой кондитер тоже торт Сникерс, но в своем рецепте, вес у них будет также отличаться. Поэтому, чтобы узнать итоговый вес вашего изделия, вы должны научиться пересчитывать ваши рецепты на торты других диаметров. Если вы не умеете этого делать, мы, к сожалению, пересчитать в комментарии вашу рецептуру не можем, так как это занимает наше время. Поэтому мы подготовили для вас подробные видеоуроки, в которых вы можете легко научиться пересчитывать вашу рецептуру тортов на различные диаметры. Вы будете знать итоговый вес вашего изделия, научитесь делать из круглого торта изделия квадратной формы и наоборот, научитесь изменять высоту вашего изделия, точно зная его итоговую массу. Это очень важный навык, которому должен научиться каждый кондитер. А подробности вы сможете узнать на нашем сайте. Ссылочка также будет в описании под данным видео. Данное покрытие также очень быстро схватывается на холодном торте, а в конце выравнивания делаем хаотичные мазки.
Убираем данный ярус в холодильник и таким же образом покрываем верхний тортик. После охлаждения 2 яруса мы запакуем в коробки. Собирать и украшать будем уже на месте торжества. Украшать будем живыми цветами, которые мы заранее подготовили, вымыли, высушили и изолировали стебель шоколадом. Процесс подготовки цветов мы уже также показывали у нас на канале. Ссылку оставим в описании под данным видео. К сожалению, в кафе не получилось заснять процесс установки верхнего яруса, так как я была одна на доставке и делать это было не очень удобно. Поверхность фальш-яруса можно покрыть растопленной шоколадной глазурью и сверху уже поставить тортик. Либо же, если вы собираете, как мы, верхний тортик на отдельной подложке, тогда на фальш-ярус можно просто приклеить двухсторонний скотч, а сверху поставить уже подложку с тортиком. Или точно так же скрепить при помощи шоколадной глазури. 2 данных яруса получились весом 6 кг. А в описании под данным видео мы оставим ссылки на процесс создания многих наших ярусных тортиков. Спасибо вам, что досмотрели данный ролик до конца. Надеемся, что он ответил на множество ваших вопросов. Не забудьте, пожалуйста, поставить нам лайк и подписаться на наш канал. И до новых встреч в новых роликах.